Привет, меня зовут Михаил, и сегодня я подозреваю, что я буду улыбаться больше, чем обычно. Потому что, помимо того, что я очень люблю рыбу в качестве еды, да, я еще очень люблю, когда я готовлю не сам. Сегодня у меня в гостях мой очень старый близкий товарищ Игорь. Заходи. И что особенно приятно, он не то, что пришел в гости, он пришел в гости со своей едой. Он будет ее сегодня готовить, а я буду... Что я буду делать? Я буду есть и на подхвате. Я сейчас сделал смущенный вид. Да-да-да. Потому что я не знаю, как себя вести перед камерой. Вот, я тоже. Я постоянно, когда я один, и стоишь такой, говорю, что ты такой серьезный? А я сегодня буду ржать над тобой, понимаешь? Ну, Слава меняемся Богу, местами, да? Да, кстати, заметьте, вот этот скромный фартучек Михаил мне дал для того, чтобы оттенить Серость своей футболочки. свой яркий образ на фоне меня такого блеклого. Я ему, тем не менее, благодарен за фартук. Хотя бы я... А что мы есть-то будем? Да, кстати, несколько слов о еде. Первое. Мы сегодня будем употреблять с вами замечательную пищу, которая называется скумбрия. Я думаю, что кто-то относится к ней скептически, но это блюдо, во-первых, для тех, кто любит ЗОЖ. ЗОЖ, да. ЗОЖ, потому что это полиненасыщенные жиры, Слушай, я так и даже... те самые омеги, которых, в общем, нам всем не хватает, как выяснилось. Вот. А Нам второе... альфа не хватает. Это... Про альфа я не знаю. Это очень вкусно. И Полезно. Полезно. И еще это очень удобно для лентяев. Потому что сегодня не будет вот этой красоты, когда готовит Михаил. Он все делает очень четко, очень красиво, профессионально. Я готовлю... Мне бинт принести сразу с пластырем? Да, я готовлю суетливо и стараюсь как можно более Больше просто. засрать, да? Ну, примерно так, да. Итак, блюдо это на самом деле как бы двояко в одном лице, потому что вы можете это сделать на пикнике на природе, вот половину этого блюда, и если вы добавляете к этому гарнир и выкладываете красиво, то в целом это будет некое праздничное блюдо, по крайней мере вы удивите своих гостей. Кого-то чем-то. Кого-то чем-то. Порою. Итак, начинаем готовить. Первое, что мы сделали? Мы взяли прекрасную скумбрию, почистили ее, соответственно, от кишок и наносим на нее такие небольшие, не очень глубокие порезы. Они нам пригодятся. Я потом объясню для чего. И начинаем мы именно с этого. Так. Ну, тоже не суетливо, между прочим, у тебя все аккуратно. Ну почему же? Это и есть та самая суета. Сует. Да. Так, почему мы нанесли эти порезы? Потому что нам надо втереть сюда чеснок и розмарин для того, чтобы это все немножечко застряло в этих порезах. Теперь, Михаил, пусть от вас будет тоже польза. Не Давайте вопрос. посолить мне помогите. Посолить вам помочь? Да, кстати говоря, да, потому что когда солишь и держишь, то тяжело очень. Так, Раз. раз. Ну, скумбрия, она вообще такая, вот когда ее ешь, у меня ощущение, что она такая довольно солененькая, да, сама по себе. Это почему? Потому что она в море плавает. Потому что ее кто-то солит, мне все-таки кажется. Так, это готово. Так. Так. Теперь, что мы делаем? Смотрите, мы делаем довольно необычную вещь. Я уверен, что точно не все слышали про этот способ. Мы берем манку. Манку. Да, обратите внимание, это манка. Мне плохо сейчас будет, я с детства Да, ненавижу и манку. насыпаем в брюшко аккуратно. Насыпаем маночку. Не надо сыпать очень много. Вот, фаршируем как бы манкой. Не надо сыпать очень много. Важно, чтобы эта манка во время готовки пропиталась Рыбным соком. рыбным соком. И тогда она будет некоторым образом похожа на... Икру. Правильно. Правильно. Единственное, чем она будет отличаться от настоящей икры скумбрии, это тем, что она не будет такая горьковатая и такой резкий вкус. Вкус будет достаточно мягкий. Обалдеть. Вот. А можно так осетровую икру делать? Ну, тогда надо гречку. Тогда будет осетровая икра.
Да, что только не придумают. Это же голь на выдумке хитра, верно? Нет, ну это какой-то... Слушай, а это вообще рецепт откуда? А вообще мне как-то мой товарищ из Татарстана, довольно Где большой, скумбрия, в принципе, национальная рыба. довольно большой чиновник показал мне этот рецепт, и он как-то пришелся по душе. Вот я тут из кулинарной нити наделал Сделал лассо. петельки. Вот. Если у кого-то есть неудачный опыт суицида, то вот в кулинарии он может пригодиться. Подержать, нет? Нет, я вот так сейчас аккуратненько мы с вами затягиваем это на голове. Давай мы немножко вот сюда с тобой сдвинемся чуть-чуть. Хорошо. Полшага. И начинаем обматывать эту рыбу для того, чтобы у нас во время жарения не высыпалась манка. А я буду держалкой для... Вот аккуратно, смотрите, мы плотненько заматываем Teamwork. так, чтобы манка не высыпалась. Слушай, ну это, конечно... Так, и что теперь? Так, сейчас мы завяжем каким-то образом. Это же надо на ходу придумать, как ее завязать еще. Так вот раз. Но я не думаю, что она будет брыкаться там и вырываться из нее, да? Там Ну, достаточно... мы будем на это надеяться, да. Так, одна рыбка у нас готова. Теперь вторая рыбка, вторая петля. Так. Ну и ты часто такие вещи дома делаешь? Честно говоря, мне дома жена не разрешает часто баловаться скумбрией. С рыбкой. С рыбкой, да. С рыбкой, да. И с банным утенком, да. В общем, Злая жена. да, этим рукоблудием она мне Грустным, да? не разрешает заниматься Этим с рыбкой. с рыбкой. Да. Ай, ужас какой. Хотя мы все знаем знаменитая история про то, как вьетнамцы жарят свою селедку. Поверьте, это не так ужасно, конечно, как у вьетнамцев. Ну, а я никогда... Ты ел, когда селедку жарят? Я никогда не ел. Я тоже никогда не Я ел. вот это слышу, эти истории про вьетнамцев, которые жарят селедку, но при этом... Ты знаешь, я никто ел... этих вьетнамцев, по-моему, не видел в Я глаза, ел, которые я, это делают. я ел скумбрию по-корейски. Они жарят скумбрию, вот эту самую, или макрель, до состояния того, что она становится как чипс. Голова у нее становится как чипс. И Ага. они располовинивают ее и прямо на сковородке дожаривают до состояния, что съедается вся голова, ну просто как чипс. И довольно суховатое мясо, но все равно это приятно. Получается такая штука. Поскольку рыба жирная, она в целом сильно не теряет. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы делаем... так, момент. Да, правильное решение. Мы делаем Тебе, может, налить чего, а то ты как-то обсыпку. это... Зажат, ты считаешь? Перед камерой? Давай. Да, спасибо. Так, берем оливковое масло. Ну, как шеф прямо взбалтываешь. Аэрируешь, да? Типа того, да. Я не знал, как это называется. Аэрация, да. Теперь я всем буду говорить, я аэрирую. Так, дальше. Мы не режем красиво чеснок, мы его не давим, ничего вот этого не делаем. Мы просто берем давилку чеснока, заряжаем туда чеснок и просто вот так вот. Ну да, то есть можно делать как нормальные люди, не как я обычно делаю, да? Да, можно делать так, как это удобно на самом деле, без всяких... Ну ты только запихнешь такой большой? Нет, такой не запихну, да. Так. Спасибо. Так, ну чеснока много ты, так я по ней вижу, кладешь, да? Чеснока можно не жалеть, он все равно никуда особо не проникнет, Ну кроме и потом того, что это мы чистое, вотрем. чистое здоровье, да, потому что цинги не будет от чеснока. Когда чеснок ешь, Мне цинги не кажется, будет. чеснок это самое лучшее средство от повышенного холестерина. Насколько Да? я слышал, да. Так что вполне Нет, ну, себе скумбрия-то тоже полезно. и скумбрия. То есть это вот зошевцам, сердечникам, пожилым людям это все крайне полезно. Вот сейчас ты будешь смеяться, но это правда. Вот, ты даже обухом делаешь, да? Так, И розмарин. и розмарин. Тоже типичный татарский овощ. Да, типичный татарский овощ. Розмарин. А я вообще, когда был, вот мы же с тобой ездили в Татарстан, да? Да. И меня не очень сильно поразила Татарская кухня. сложность кулинарии, потому что мне кажется, что кроме перца, лаврушки и соли мало что используется из специй, да?
Мясо. Из специй мясо. В основном в Татарстане из специй мясо используется. Так, мы сейчас делаем следующую операцию. Мы все вот это немножечко смешиваем и начинаем натирать нашу рыбку. Так, чтобы попытаться втереть вот этот вот состав в эти надрезы. При этом, когда мы будем жарить рыбу, не смущайтесь, что будет немножко гореть розмарин. Он просто даст вам, так сказать, копченость, ощущение того, что вы все это делаете на природе. Ощущение того, что это все на настоящем гриле сделано. Так что... Что все по-честному, да? Что все Давай по-честному, я тебе да. еще чуть-чуть пошинкую, а то у тебя там первая рыба все забрала. Слушай, прям рыба получает это самое, как вагyu стейк, да, массаж. Зрители, ставьте лайки, подписывайтесь, да? Шерьте. Да. Что-нибудь такое. Знаешь, надо какой-нибудь такой. Так. Зрители, звоните, я сейчас скажу телефон. Желающие возмутиться будут иметь такую возможность высказать все в лицо. Так. Мы выкладываем это на плиту. На сковородку. Просто на холодную, На да? сковородку, на холодную, да. Выкладываем эту штуку. И поливаем, наверное, сверху этими остаточками. Конечно. Прекрасно. Я понимаю, что тебе жена не разрешает дома это готовить. Ну, мы же все-таки любители, мы же не претендуем. Нет. Ну, я мы во не всяком претендуем. Мы не случае. претендуем. На великий профессионализм. Мы не претендуем. Так, вот это все мы можем сюда вылить, чтобы ничего не Ну, оставалось. красиво. А духовку? Как в духовку. 240 градусов? Обычно ты делаешь вот так вот. Да. Да. Гриль, либо духовка, максимальная температура там 220 градусов. Нужно не стесняться. Все, ставим. Продлится это примерно 15 минут. Но... Мы не напьемся за 15 минут. Ну, мы будем стараться, да. Зависит от толщины рыбы, конечно. И самое главное, не сильно нужно торопиться, чтобы манка пропиталась. Готовность можно проверять спичкой, зубочисткой, там как угодно. Лизнуть, куснуть. По готовности лизнуть вряд ли, куснуть тоже, да. Но по готовности, хотя, да, если не боитесь испачкать все слюнями и подать гостям потом, то можно и лизнуть. Вот. И, соответственно, по готовности не надо пересушивать рыбу, она не будет сочной. Сочность должна сохраниться в этой рыбе. Так что имейте в виду, ну, может быть, с первого раза не получится, но после нескольких экспериментов, да, после нескольких экспериментов точно будет нормально. Короче, рыбу в духовке. Мы сейчас будем делать пюре. А пока ты достаешь ингредиенты для пюре, я хочу выпить бокал вина. Можно? Я открою. А я? И ты. Тебе тоже можно. Тогда можно. Да, тогда можно. Итак, берем ковшик. Высыпаем в ковшик. Никаких усилий не делаем. Просто берем замороженный горошек. Немножко наливаем молока. Ну, буквально, наверное, грамм 100. И доливаем, да, чуть больше налил. И доливаем воды, чтобы она немножечко, только чуть-чуть совсем покрыла горошек. Много воды нам не нужно. Так, ставим это все На огонь. на огонь. И ждем, когда все это закипит. Варить горох всего лишь 10 минут. Cheers. Будем здоровы, да. Прелестно. Просто прелестно. Ну, рыба в хорошем Ну, состоянии. она практически уже готова. Так что мы ее сейчас вынимаем. И переворачиваем. И это закипело. Чего убавляем, да, немножко? Да, убавляем, чтобы не выкипело. Так, мы ее переворачиваем. Переворачиваем. Аккуратненько. Не пригорело? Нормально? Нет, все в порядке. Ну, красивое становится. Прям. Слушай, очень красиво. Ставим обратно. Сколько еще? Чуть-чуть дожарим, ну буквально минуточек 5, наверное, дожарим. У нас закипело. Соответственно,
3 минуточки назад. Вот будем от этого отсчитывать. 3 минуты. Спасибо за минуточки. А что вы так на минуточки напали? И, соответственно, варим 10 минут для того, чтобы не переварить тоже. Потому что должна остаться структура. Немножечко. Это я сейчас умничаю. Так, ну что, готово, да, считаешь? Готово, безусловно. Безусловно. Поэтому мы достаем аккуратненько. То есть 100% готово. Выставляем ее наружу, На волю. на волю. И дальше начинаем с ней работать. Шикарная просто, по-моему, получилось. Вот, а говоришь, не повар. Руками горячее хватаешь только в путь. Оп. Ну, красота. Тебе масло-то, наверное, еще это нужно или уже нет? Все. Ты поливать не будешь потом? Нет, То есть поливать не будем потом, нет, да? поливать не А будем. жир? Можно я Своего- попробую? Конечно, своего жира там вполне хватает. Что делаешь? Так, вынимаю. Ну, ты вот кухню-то мне не засирай, ты вот сюда вот клади. Это же специально тебе поставлено для дряни. М. Ну, понятно, что тебе жена не разрешает готовить дома. Да. Ну, я же сразу предупредил. Я готовлю суетливо. Все разбрасываю. Мешаем. Сейчас я проверю. Горох. Горох какой должен быть? Горох должен быть мягкий, для того, чтобы из него сделать пюре. У меня ощущение, что он еще... И он не соленый совсем. Ты же будешь солить? Да, солить надо обязательно. Кстати, Солим? можно уже посолить, да. Соль, конечно, добавит вкуса гороху тоже. Так, что? Что с горохом? Ну, еще надо. Еще надо. Все, ждем. Мы не донесем рыбу до... Ну, то есть, Но одну рыбу мы уберем уже, это понятно. мы уберем ее сейчас прямо, да. Конечно. Я уже над этим работаю. То есть мы рыбу убираем. Ну да, там как бы 2 порции делали изначально, да. Третья просто вот такая. Рыба офигенная. Очень вкусная. На самом деле я обожаю макрель. Скумбрия, макрель это же одно и то же, да? Да? Ну, нет, это не одно и то же, но они не сильно отличаются. Скумбрия вообще лучше, чем макрель. Она жирнее, сочнее, мягче. Макрель по суше. Как же вкусно, Я же тебе говорил. Слушай, Прекрати уничтожать. поедим как люди. Михаил, прекрати уничтожать наше блюдо. Нет, ну наше блюдо, вот. Ну ты ждешь, как будто в детстве. Насколько нежная рыба, да? На самом деле. Очень хорошая. На самом деле, я считаю, что Ну вот, наверное, пропиталась, да, эта манка? прелестно. Ну согласись, и манка прикольная. Манка прикольная. Лучше, чем в школе. Лучше, чем в школе, да. Ну, короче говоря, одна рыба не дожила до подачи у нас, да? Зато... Рыбу одну мы съели. Ну, Невозможно остановить этот процесс. Вот, потому что рыба очень вкусная. Ну что, горох выключаю? Давай, Сливаем выключай. горох. Сливаем. Горох. И пробиваем его. Можно, конечно, было сделать это в кастрюльке, но я не хочу потом мыть 2 часа квартиру, как жена Игоря. Можно, конечно, на масле сэкономить, но я не рекомендую. Берем аккуратно 50 грамм масла, бросаем в эту историю. Масло убираем. Бьем? Да, бьем, сейчас, секундочку. И еще наливаем туда 50 грамм сливок. Ну, ничего так получается. Соли еще, да? Соли 100%.
Гороха, мне кажется, хватит. Так, попробуй. Менее хуже, но еще. Ну еще. Еще. Но если что, мы всегда исправим сливками еще гороха. Вот теперь чувствуется вкус гороха. Отлично. Слушай, давай сделаем подачу двумя способами. Один гламурный, другой человеческий. Давай. Вот по части украшения блюд. И Да, ну, я думаю, что у тебя прекрасный опыт. Обычно ты делаешь очень красиво. А я обычно, ну так, сваливаю все в кучку. Нет, ну вот смотри, давай так. Простой, да? Да. Берем, перемешиваем. И красиво, аккуратно. Просто стараемся не загадить всю мисочку. Так, поскольку целых листиков тут 2. Вот их сюда и клади. А? Так. Обалдеть. Теперь берем вторую тарелку. И делаем такой, знаешь, вот. Смотри, смотри, как в ресторанах они вот так вот делают. Сейчас у меня никогда не получается. Так вот. А потом берешь так, смотри. Рыбу вот так вот кладем, она пересекает крестом. Вот так мы как-то вот эту красоту наводим. Ну, хватит красоты. Так Вот. А вторая рыба просто кладется. абсолютно человеческая. Кладется просто сюда. И сейчас... Ну, ты готовил, ты показывай блюдо. Бери. Вау, гречка. Так. Да, кстати, секундочку. Самое главное забыл. Да? Давайте так, для текстуры, для того, чтобы было приятно, да, немножечко мы улучшаем ситуацию, чтобы, да, это жареный арахис. Игорь, улучшим горох арахисом, да? Конечно. Бобовые очень сочетаются. Да-да-да. Мы же знаем, что арахис это не орехи, это на самом деле Хватит бобовые. Так, ну, ставь. Чтобы не все было мягкое, чтобы немножко что-то было твердое на зубах. Посмотри в камеру. Так. Вот в ту. Вот в ту. Хорошо. Ну, что, неплохо ведь получилось, да? Ну, вот мы же старались. Но мне, конечно, интереснее все попробовать вот эту вот икру из манки, да? Поэтому можно, да, я... Если... Обязательно. Ну, выглядит как икра минтая. Ну, икра из манки, да. Икра из манки, И да. выпил. Да, но надо сказать, что, конечно, это более мягкая версия икры, безусловно. Она просто пропитывается этим жиром, сохраняет ее вкус. Давай попробуй, подожди. История на любителя. Кому-то нравится, кому-то нет. Не обязательно делать это с манкой, конечно. Слушайте, ну рыба просто... Очень хорошая. Она приятно жирная, вот это вот специфический привкус такой легкой горчинки, да, Игорь? И самое прикольное, что... Но мы с вами все знаем про испанские сардинки, про тунца и так далее. То есть эта рыба в целом из этого семейства. И надо понимать, что вкус, в общем-то, он ровно из этой же серии. Если сардинками мы восхищаемся, почему нам не восхищаться, собственно, А я скумбрией? восхищаюсь только шпротами. Давай, твое здоровье. Спасибо тебе большое. Мне нравится. Очень прикольно. И прикольно саму иногда не готовить. Поэтому, кому понравилось... Спасибо за то, что пригласили. Если бы приходите еще. Или к себе зовите. Если было плохо, вы знаете, кто облажался сегодня. Да, не я. Вот, но приятно аппетита. Пробуйте новое. Да, рыба офигенная совершенно. Пюре волшебное. Вместе великолепное сочетание. Ура! Ура!